Остров невезения. Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Им бы понедельники взять и отменить, им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безделенники и могли бы жить. Друзья, всем привет! Кто следит за каналом, знает, что в своих проектах я довольно-таки часто использую прозрачные цилиндры, трубы, причем я их делаю сам. Они просто незаменимы при изготовлении дизайнерских, очень красивых светильников. Прозрачный цилиндр нужен для того, чтобы как можно больше света проникало наружу, так как я их еще обклеиваю шпоном. Для изготовления цилиндров я уже отработал кое-какие технологии. Конечно же, на дворе 21 век, и все можно купить в интернете. Например, труба такого диаметра, акриловая, 120 мм, двухметровая, будет стоить около 8000 рублей. Довольно-таки накладно, и зачастую мне нужны просто небольшие отрезки. И плюс я люблю все делать своими руками. И пытаюсь и вас все время смотивировать что-нибудь помастерить. В общем, сегодня я хочу с вами поделиться несколькими способами изготовления таких прозрачных цилиндров. Теперь мы имеем вот такую разборную многоразовую форму. И сейчас буду все это дело соединять. Важный нюанс, друзья. Чтобы она действительно получилась многоразовая, нам нужно хорошенько загерметизировать вот этот стык. Иначе сюда протечет эпоксидная смола, склеит намертво все это дело, и форма станет неразборной. Это уже проверено. Делюсь с вами своим опытом. Герметизировать буду с помощью силикона. Не обязательно дожидаться, чтобы он высох. То, что вылезет лишнее наружу, просто можно будет вытереть и приступать уже непосредственно к заливке. Тут достаточно небольшого количества силикона. Ну а излишки силикона просто удаляем. Следующий обязательный шаг. Нужно внутри стенки цилиндра обработать разделительным воском. Это нужно для того, чтобы потом будущий прозрачный цилиндр отделился без проблем. Также вырезал 2 шайбы из фанеры, чтобы вот этот вот размер точно подходил по внутреннему размеру цилиндра. С помощью них будем центроваться. Их я также обклею прозрачным скотчем и обработаю разделительным воском. Тут также не обойтись без герметизации. Есть, очень хорошо получилось. Вот так все это дело выглядит. Ну и теперь дело за малым. Рассчитываем необходимое количество смолы, чтобы стенка получилась 3-4 мм. Отправляем ее на дегазацию, заряжаем внутрь и придаем цилиндр вращению. Остальное сделает центробежная сила за нас. Рассчитал нужный объем. У меня получилось 340 грамм смолы нужно и 170 грамм отвердителя. Кому нужна информация, я использую вот такую литьевую эпоксидную смолу Artline Crystal Epoxy. Все ссылки, как всегда, оставлю в описании под видео. Чтобы цилиндр получился прозрачный, нужно удалить все пузыри воздуха, которые попали при замешивании эпоксидной смолой. Отправляю ее на дегазацию, как всегда, в самодельную вакуумную камеру. После дегазации эпоксидная смола очень-очень прозрачная. Теперь аккуратненько заливаю ее форму.
Вращению буду придавать на токарном станке своем. Пришлось даже немножко уменьшить цилиндр, потому что он не влезал по габаритам. Вы, конечно, скажете, тебе хорошо, у тебя есть токарный станок, но, ребята, для этих целей можно сделать простейшую легкую конструкцию на основе любого двигателя, либо даже на основе дрели можно. Главное, чтобы было вращение где-то 800 оборотов. Итак, все готово, можно приступать. Включаю непрерывное вращение и оставляю где-то часа на 4-5. Дополнительно буду снизу подогревать печкой, потому что в мастерской прохладно. И чтобы ускорить время полимеризации. Если я не ошибаюсь, каждые 10 градусов ускоряет в 2-2,5 раза. Ну и вот так идет процесс, постоянно контролирую температуру, думаю довести градусов до 60, этого будет достаточно, перегревать тоже не нужно. Здесь у меня контрольный образец, я также его подогреваю, он мне даст понять, когда эпоксидная смола отвердеет внутри. Чтобы лишний раз не разбирать, не испортить все, вверху я добавил инфракрасный обогреватель. Цилиндр очень плохо нагревается, так как он вращается, и от вращения он дополнительно остывает, как вентилятор. Нагрелась до температуры около 55 градусов, выше уже просто не поднимается. Прошло уже 2 часа в таком режиме. Тепленькая. Я думаю, достаточно. Крутилась она ни много ни мало 6 часов. И я думаю, с такой температурой там уже полностью произошла полимеризация. Значит, открываем, смотрим на результат. Как вы видите, не зря мы обклеивали скотчем и дополнительно обрабатывали силиконом. Ничего нигде не прилипло у нас. Разбираем. Есть. Есть. Отлично. Просто шикарно. Отлично. Получилось почти 3 миллиметра, как я и планировал. Смотрите, эпоксидная смола полностью еще не отвердела. Ей нужно еще сутки, может быть даже больше. Чем выше будет температура в помещении, тем быстрее произойдет полная полимеризация. Ну а цилиндр можно оставить вот прям в таком виде на полное отверждение. Даже если немножко нажмешь на него, он сам примет идеальную форму. Сам распрямится, это я уже проверял. В общем, я его оставляю. Ну а форму нужно очистить от силикона и использовать заново, хоть прямо сейчас. Так что, друзья, наконец-таки я нашел для себя технологию. Как вы видите, ни одного пузырика здесь нету. Это все частички мусора. Прошло еще пару часов, и цилиндр стал еще прочнее. Уже похоже на готовое изделие. Конечно, до полной полимеризации ему еще нужно будет пару суток.
чем больше времени проходит, тем прочнее становится эпоксидная смола. Внутри получается просто идеальная такая отполированная поверхность. Ну а снаружи, конечно, еще потребуется механическая обработка. Также придать вращению, зажать и наждачной бумагой все более и более мелким номером довести до идеала, можно потом и отполировать, если нужно. Ну а так, в принципе, уже можно делать с этого какие-то поделки. Я очень люблю делать светильники. Ну а вы напишите в комментариях, где еще можно применять такие прозрачные цилиндры. В будущем у меня вообще идея сделать специальный станок, чтобы можно было отливать такие цилиндры любых размеров, даже огромных диаметров. Как всегда, друзья, я попытался сделать видео максимально информативным для вас, чтобы вы как можно больше подчеркнули оттуда. Все ссылки на смолу я оставлю в описании. Надеюсь, видео вам понравилось. Поддержите лайком. Всем пока. До скорых встреч.